Всем доброй ночи. Дорогие друзья, после того, как я начала дарить людям ритуалы, когда поняла, что они могут навредить себе, изучая магию не с той стороны, с которой им вообще можно, и когда я объяснила людям, что в магии существует два понятия – поклонение и служение, что обычный человек должен поклоняться и поклонялся испокон веков богам, силам, духам, просил и получал, а человек, чья жизнь должна быть посвящена магии, он служит этим силам, а значит, посвящает этим силам всю свою жизнь. И что человек, который не призван туда, не имеет права туда суваться, потому что получит очень сильный удар. А поэтому мастера, те, которые призваны, те, которые являются связующим звеном, мостом между людьми и духами, должны учить людей, как правильно обращаться к этим силам и не лезть в темные дебри, в черную сторону этого ремесла. И тогда жажда людей утолилась. Они поняли, что им не нужно колдовать. Им нужно просто просить и получать. А как правильно делать, их учит мастер. Когда множество людей обратились, совершили эти ритуалы, получили эти результаты и были благодарны, то у нас на просторах Ютуба, как всегда, это бывает, там, где есть чему подражать и что украсть, там всегда появятся воры. Это было, есть и будет испокон веков. Копировали великих художников, копировали писателей, копировали стиль режиссеров. Есть первопроходцы, а есть те, которые с барского стола пытаются урвать свой кусок. Естественно, появились великое множество всяких ритуалов на богатство, на деньги. Каждый пытался блеснуть умом, но, по сути, они делятся на две категории. Первая часть – это те, кто берет интернетные заговоры и с умным видом показывает. Вторая часть – это те, кто пытается придумать свое, и получается очень примитивно. Приди, богатство, приходи, иди сюда. Зажигать свечу, поставить какие-то пластмассовые вещи на пол, капать на рис или на сахар, или на муку и привлекать богатство, капать на яйцо и оставить под солнцем тухлеть и привлекать богатство. В общем, абсурдные вещи для недалеких личностей, коих очень много, как бы обучая их чему-то такому таинственному. Некоторые пошли еще дальше. На Google переводчик нажав, набрали несколько слов на русском. Есть такая функция, набираешь на русском, например, там «плохое уйди», «хорошее приди», и чтобы эти слова написались, предположим, на арабском языке, но русскими буквами. Потом это выдавать за какие-то молитвы чудотворные, непонятно откуда взятые, из древних книг. И при этом человек сам никогда не повторяет их, потому что не знает звучаний. И люди, которые владеют этими языками, часто смеются и говорят, что там такой абсурд. Там такие примитивные слова. Например, пусть все будет хорошо, пусть все плохое уходит, хорошее приходит и так далее. Но я говорила и повторяюсь, у каждого ученика свой учитель. У примитивных людей примитивные учителя, потому что их мозг на большее не способен. Люди, которые не понимают, зачем нужны
ритуалы на богатство, когда есть очень много озабоченных самок, и можно выставить постоянно очень сильные привороты, очень сильные присушки. Вот эта вот толпа безмозглых дам побежит туда за счастьем, не понимая, что привороженный мужчина в один момент может разрубить тебя топором, не соображая этого. И многие смыкнулись, что очень легко собрать публику. Гадание на любимого, как погадать, что будет в этом месяце, как будет, чего будет. И это все называется примитивное, знаете, одноразовое, пятиминутное собирание денег. Я бы сказала, собирание бабки с лохов. Но есть вещи, которые эти люди дать не способны и не могут. Во-первых, начнем с того, что им не дано быть мостом между духами и людьми. Во-вторых, начнем с того, что такие люди не эрудированные, не начитанные, чтобы, например, изучать мифологию или изучать книгу богов Древнего Египта и оттуда выявить определенные вещи. В-третьих, у них мозг абсолютно не настолько многогранен, чтобы раскрыть что-либо, понять, докопаться до истины и дать очень сильные работы. И так далее, и так далее. Самое интересное, к ним в руки никогда не попадут древние книги. Никогда. Истинная магия одна, а копии под нее и подделок тысячи. Но духи, но боги, силы прекрасно знают, кому вручить, кому отдать на руки реликвии. Дорогие друзья, многим моим книгам 200-300 лет и более. Недавно, которая была книга мне подарена, я вам показывала, там прогноз начинается с 1800 года. Это говорит о том, что книга была издана до 1800 года, но хотя бы на год раньше, чтобы заранее прогнозы быть на этот год, согласны? Из чего я делаю вывод, что этой книге больше 200 лет. И вот таких книг множество. Когда люди свои деньги тратили, и те, которые якобы работали в магии, тратили на рестораны, на шашлыки, на загородные дома, там, поездки, гулянки и так далее, я эти деньги тратила на книги. Я просто одержимо покупала эти книги. Многие из этих книг уже не издаются. Я одержимо пыталась найти как можно более сильные работы и находила. Я брала за основу более старинные, скажем, методы и создавала на этой основе свое. Изучала имена духов, которые приносят прибыль, имена духов, которые дают мир в семье, джинны к чему предназначены, что они человеку дают, как можно попросить, как можно их силу повернуть в свою сторону. А вот духи Азии, магия кочевников, магия оседлых народов, магия славян, Закавказья, Кавказа, тюркские элементы магии в русской магии, скажем, есть такая тема, много-много другое. Я хотела понять, не просто взять и показать что-либо, а понять это, пронести, попробовать, испробовать, и после этого дарить людям. Именно по этой причине все те, которые пытаются что-то представить, у них либо интернетные ритуалы, которые везде и всюду встречаются, и не все они рабочие, потому что не во всех этих ритуалах есть ключи. Ключи – это определенные слова, действия или время проведения. Ну, в общем, тайна, секрет того заговора, ритуала, который срабатывает. Я дарю вам работы с ключами. С ключами для того, чтобы у вас они сработали, потому что у вас нет этих способностей и этой силы. А значит, вы напрямую должны знать, как обращаться, чтобы это сработало. Понимаете, вставить ключ в замок и повернуть. А этот замок я вручаю вам в руки. Почему я даю человеку множество работ денежных? Потому что у каждого своя энергия, каждому свое подходит. У каждого свои предки. И если это не подойдет, то подойдет другое. Может быть, все подойдет. Дорогие друзья, когда человек обеспечен,
Он легко переносит и предательство, и боль душевную, и моральную, все на свете. Когда человек нуждается в деньгах, ему ни до чего. Ему не интересно ни театр, ни кино, ему еще хлеще и тяжелее пережить разлуку. Я говорила женщинам, дорогие дамы, вначале поднимитесь в этой жизни, станьте самостоятельны. Когда у тебя есть свой дом, когда у тебя есть своя работа, заработок, хорошая должность, мужик, который тебя достает, ты ему указываешь на дверь и говоришь, пошел вон отсюда. А когда ты живешь за его счет, когда тебе идти некуда, он приводит любовницу на кухню и говорит, и чё? И что ты скажешь? И куда ты денешься? Кому ты нахрен нужна, нищебродное существо? И ты все это терпишь вынужденно. Поэтому я вам объясняю, будьте самостоятельны. Мужчины тянутся к самостоятельным женщинам. Когда женщина самодостаточна, она ничего не боится. Когда она не боится одиночества, не боится остаться без денег, без средств к существованию и так далее, мужчины чувствуют таких сильных женщин. Они никогда их не предают, никогда не оставляют. Мужчине тоже приятно понимать и знать, что его любят не ради денег, не вынужденно с ним спят и терпят, а просто счастливы с ним, потому что она во мне не нуждается, она сама сильный человек. Понимаете, почему я вам это говорю? Почему я говорю, не бегите, сломя голову за приворотами, сначала себя поднимите в этой жизни, они потом за вами будут ходить, как просто цепные псы, никуда они не денутся. И мужчины более расчетливы, чем женщины, поверьте мне. Ни от одной сильной, уверенной, богатой женщины ни один мужик не слинял. А если вы вечно плачущий, вечно несчастный, зависимый от него каждым грошом и копейкой, он будет вами управлять как хочет. То же касается и мужчин, может быть, и так далее. Поэтому в этой жизни надо подниматься сначала материально. Мир материален, понимаете? Деньги властвуют, деньги решают все в этой жизни, практически все. Да, может, они не приносят счастья, но, извините меня, когда у тебя болен близкий человек, ты на преступление пойдешь, чтобы его спасти. Но зачем идти на преступление, если ты до этого времени накопила деньги, и ты уверена в себе, ты знаешь, что если что случится, у меня есть деньги. Я всегда смогу помочь. И в конце концов, если ты нищий, как ты можешь другим помочь? Никогда не верьте, что нищие люди богаты душой. Этого не может быть. Нищие люди нищебродные в душе, они завистливые твари, они доносчики, они грязные стукачи. Нищие люди всегда завидуют богатым людям, считая, что все, что у них есть, это все просто случайно дано. Да, есть и такие богатые, которые поднимаются нечестно, но есть люди, которые своим трудом поднимаются. И это тоже надо учесть. Потом, дорогие друзья, интернетные заговоры и работы вы сами можете прочитать и делать, если вам нужно. Понимаете, нужно давать людям то, что работает, то, что редко, то, что нигде не найдут, то, что сильное твое или хотя бы создано на основе более древних работ. Вот поэтому я дарю вам уникальные работы. И в основных моих работах луна не имеет значения, и время не имеет значения, и месяц не имеет значения, потому что ты не будешь сидеть и ждать, пока луна станет круглой, чтобы сделать на деньги. Деньги – это то, что нам нужно каждый божий день. Запомните, основное количество денежных обрядов, ритуалов, а это именно обряд денежный, делается таким образом. Деньги липнут к деньгам, богатство идет к богатству. Невозможно на полу пластмассовой утварью или просто одной свечой сидеть и призывать богатство. Вы должны между делом иногда делать такие богатые алтари, показывать деньгам, потому что денежная сила тянется к деньгам. Почему говорят, вот одно золотое кольцо купили, да, или подарили, потом через некоторое время еще появляется. Они тянут друг к другу, дорогие люди. Поверьте, это реальность, и это существует. Деньги тянут друг к другу. Теперь, вот этот ритуал я назвала на великое богатство. Может быть, звучит высокопарно на первый взгляд, но когда вы будете это делать каждый день или хотя бы несколько раз в неделю, и через некоторое время ваши долги закроются,
Через некоторое время вы купите машину своей мечты и получите хорошую должность. Потом мне скажете, высокопарно ли я назвала этот ритуал. Дорогие друзья, этот ритуал создан на основе очень древних поверий, с призывом древних духов, которые существовали в более древних обрядах и ритуалах. И поэтому это сработает. Только сделайте все правильно. Желательно, не обязательно, но желательно, чтобы у вас была натуральная шуба. Неважно, какое время года. Натуральная шуба, настоящая шуба тянет богатство. Не зря богатые люди покупали себе сразу шубы, как только поднимались. Шуба – это такой материал живой, который притягивает богатство. На шубу вызывали всякие там богатых женихов, призывы, да. Шубой, например, окутывали ребенка маленького для того, чтобы он был богатым, когда вырастет. Энергия шубы, она имеет особенность такую – дать богатство человеку. Неважно, какая шуба. Здесь рыжая лиса. Далее. Положите на эту шубу золото, серебро, бриллианты, все, что вы можете. Если у вас ничего нет, ничего не ложите. Просто начитайте красную ткань. Вот так вот постелите. Что-нибудь красивое именно из украшений положите, начитайте. Через некоторое время этих украшений у вас станет столько, что вам некуда будет их ложить. Просто некуда. И вы будете покупать и покупать эти сундуки. Только делайте, не ленитесь. Те люди, которые делали, мне потом говорили, что они просто не верили в начале, но потом, когда у них получилось свою квартиру купить, потом, когда у них получилось дачу купить, потом, когда начали им дарить деньги, потом, когда им начали предлагать хорошие должности, они просто были в шоке от того, что все получается. Только делайте. У многих людей изменилась жизнь, и это все вам дарится абсолютно даром и бесплатно, дорогие люди. Никто за это вам ни копейки от вас не просит, правда ведь? Так что вам стоит это сделать? И богатеть. Не ждите манны небесной, просите эту манну. Так вот, есть в древних традициях некий заговор, и не один, и не два, где постоянно фигурируют духи. Но в этом случае многие не знают, как объяснить, кто же это. Название вроде есть, считается, что это колдовские слова. На самом деле, дорогие друзья, это духи. Это древние духи. Их 7. Это духи богатства, которые призывались издревле. Но те заговоры, в которых они внедрены, не так уж и сильны. Они однообразны, повторяют одно и то же. И не сказать, что, скажем так, можно призвать огромное богатство через вот этот заговор. Он не показал себя особо сильным, но имена этих духов там присутствуют. Хотя их называют почему-то волшебные слова. Колдовские. Теперь, дорогие друзья, я соединила имена этих духов, призыв этих духов. Я соединила более древние, скажем там, высказывания, добавляя свои ключи. И я создала свое на основе древних высказываний, древних призывов и так далее. Получилась райская смесь, так скажем правильно. Я не буду приводить пример, что получалось у людей, которые это делали. Вы сами сделаете, сами поймете. Читать нужно 7 раз. Либо красная материя, либо шуба, сверху драгоценности, в общем, и так далее. Деньги можно положить даже, разбросать. Не монеты, а именно рубли, именно купюры. Читайте 7 раз, это все соберите, вешайте обратно.
На следующий день или ночью перед сном опять положите, вот это все разложите, читайте 7 раз, снова уберите. Здесь нужно усилий прилагать, то есть собрать, снова положить. Оно того стоит, поверьте мне. Оно того стоит, потому что это срабатывает как часы. И через некоторое время, буквально, может, месяц-два, у вас очень много будет перемен. Именно в финансовом плане. От финансов мы все зависим. Начнем. Я на крыше сижу. Я корысти гляжу. Немного посижу, еще погляжу. Глядь да глядь. Корысть на двор, корысть на двор, деньги на стол. Имена 7 духов богатства знаю. Их и призываю. От них богатство получаю. Да имущество заимаю. Богатею, верю, знаю. Рухан, Нарон, Адикал, Арти, Стин, Даг, Атан. Идет боярин со своих хором, шубы на нем, да меха на нем, золото да жемчуга. Одно-то на 100 000 рублей, а другое-то на 1 000 000. И шубам его, и мехам его цены нету. А цена-то ей у царя в казне, да в золотом ларце. Как имя тому боярину, а тот боярин я, и доля богатая отныне моя. Имена 7 духов богатства знаю, их и призываю, от них богатство получаю, да имущество заимаю, богатею, верю, знаю. Рухан, Нарон, Адикал, Арти, Стин, Даг, Атан. Слава богам на небе, слава, а на земле нам слава, чтобы нам богатеть, да почет всюду иметь, чтобы дорогие одежды носить, одежи носить, чтобы народ нами любовался, чтобы всякий достойный с нами знался. Славу богам воспоем, им честь и хвалу воздаем, а сами ходим царьками, да князьками, с богатыми дарами, да полными сундуками. Имена 7 духов богатства знаю, их и призываю, от них богатство получаю, да имущество заимаю, богатею, верю, знаю. Рухан, Нарон, Адикал, Арти, Стин, Даг, Атан. Там река золотая, Яуза, да изумрудные берега, да алмазные дома. Там живут мужики да бабы богатые, да знатные, гребут золото лопатами, да серебро лукошками. Я там поселюсь, одна из них стану, грести золото лопатой не устану. Имена 7 духов богатства знаю, их и призываю, от них богатство получаю, да имущество заимаю, богатею, верю, знаю. Рухан, Нарон, Адикал, Арти, Стин, Даг, Атан. И вот да будет так и так будет. Отныне и до веку заклято. И вот это делаете каждый день или несколько раз в неделю. И результаты вас очень приятно удивят. И тогда вы поймете, что я не зря назвала этот ритуал на великое богатство. Потому что все, что здесь создано, это на основе очень-очень древних знаний, некоторых заговоров, призывов богатства и прочее, прочее. Все, скажем так, рамки раскрывать не могу, но вы знаете, что мои работы, они не одну жизнь спасли и ни одного человека помогли подняться наверх. Удачи вам, богатства. И передавайте эти работы своим детям. Им это пригодится. Иногда, зная даже одно сильное, скажем, один сильный заговор или ритуал на богатство, человек может прожить в достатке всю свою жизнь. Всем удачи!